Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим с вами внимание 28 июля. Поговорим, что народный праздник такой интересный, как в этот день нужно вести себя для того, чтобы привлечь удачу в свою жизнь, а также уделим внимание тому, что можно делать в этот день, а также что нельзя. Итак, сегодня, 28 июля, отмечается народный праздник Кирик и Улита. И в этот день церковь вспоминает ранних христианских святых Кирика и Иулиту, которые пострадали за веру во времена императора Диоклетиана. Другие названия праздника этого дня – Кирик, День матушки Улиты, День Кирика, День Кирика и Иулиты, Красное солнышко, День Владимира. 28 июля День матушки Улиты с особым нетерпением ждали деревенские хозяйки, считая ее своей заступницей и покровительницей. Этот день был обычно дождливым, отсюда и название Кирики Макродырики. Если же день выдавался солнечным, то подмечали, что сегодня на Владимира красное солнышко солнца краснее светит. Но, несмотря на это, крестьяне старались не выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой и не накликать на себя беду. Полудницы над жатвой летают, мороками день путают. Говорили, что тот, кто не боится жать на Кирика и Улиту, может увидеть дурное предзнаменование. И такие видения назывались маньяками, которые обязательно сбудется. Маньяки – это были такие призраки, привидения неопределенного облика. И в народе называли так привидения манилком, наваждение, такую призрачную тень, которая морочит и пугает. В народе говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода, то для людей это было настоящее счастье и удача. Ведь именно в этот день солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье. Однако даже теплая погода на Улиту не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно. Если обратить внимание на природу вокруг, например, вы можете увидеть, что уже начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно подосиновиков и белых. Женщины 28 июля праздновали День матушки Улиты, называя ее своей заступницей. В этот день им полагалось хорошо отдохнуть. День старались проводить с пользой. Приучали детей к домашнему труду, чтобы они становились опорой для своих матерей, как малолетний Кирик для Иулиты. В этот день было принято молиться святому Владимиру об исцелении от различных болезней и о здравии родных. Также святому князю молится и о защите от разных врагов, укрепления веры и примирения с теми, с кем вы в ссоре. Что же можно делать сегодня, 28 июля? Вы знаете, 28 июля – это вообще день аскезы и самодисциплины. В этот праздник есть большой риск поддаться страстям, поэтому необходимо себя контролировать и не идти на поводу у соблазнов. Сегодня можно заниматься теми домашними делами, которые не требуют особой нагрузки, а сложные задачи лучше пока отложить. Считается, что праздник идеально подходит для создания уюта и благоприятной атмосферы в доме. Полезно сегодня мыть окна и проветривать свое жилье. Что же нельзя было делать сегодня, 28 июля? Сегодня лучше воздержаться от выбора и не стараться кардинально изменить свою жизнь. В этот день не рекомендуется делать ремонт, поскольку с большой вероятностью он закончится неудачно.
Не следует взваливать на свои плечи генеральную уборку по своему дому и начинать новые проекты. Вы можете построить план своих действий, но приступать к его выполнению в другой день. 28 июля не подходит и для празднования свадеб. Считается, что брачные союзы, заключенные в этот день, могут распаться. Также в этот день, 28 июля, нельзя отказывать кому-либо в помощи. Помогать следует всем, кто вас об этом попросил. Если же вы откажете в помощи человеку, который в этом нуждается, вас ждет проблемный период. Вы рискуете привлечь в свою жизнь неприятности и беды, которые будут вас сопровождать аж до самой старости. Запрещается 28 июля работать в поле. В этот день лениться нельзя, но и в поле работать сегодня не рекомендуется, иначе вы можете привлечь в свою жизнь неудачи, которые будут связаны с урожаем. Вы можете остаться без запасов еды, что существенно усложнит вам жизнь в зимний период времени. Вы не можете выходить работать в поле даже на несколько минут. Известно, что сегодня, 28 июля, нельзя было и жаловаться. Само собой, иногда нужно выплескивать свои эмоции, обнажить душу и высказать все обиды близким людям. Все мы люди, нам иногда нужно выговориться, но бывает, когда люди не понимают границы и переходят ее. В таком случае начинается нытье, которое плохо заканчивается. Именно поэтому нельзя было сегодня жаловаться. Старайтесь сохранить все в себе, а в другой день постарайтесь выговориться. По лунному календарю 28 июля Луна находится в убывающей фазе Луны в знаке зодиака Рыбы. И в этот день многим людям будет крайне трудно сосредоточиться на чем-то одном. Сознание то и дело будет уносить вас в мир иллюзий и мечтаний. Поэтому сегодня, 28 июля, перенесите все дела, которые требуют от вас конкретики. В противном случае вы попусту потратите свое время. А для того, чтобы решить проблему, при этом действенно и эффективно, следует сохранять спокойствие сегодня и сдержанность. Излишние эмоции не приведут ни к чему хорошему. Возможны сегодня различные изменения, причем не только внешние, но и внутренние. Кто-то из близкого окружения может резко поменять свои планы, и это абсолютно нормально. Такой период характерен появлением первых итогов, вложенных в собственное дело. Однако частые смены настроения могут испортить общую радость. Сегодня благоприятное время для того, чтобы избавиться от давних вредных привычек и отпустить весь негативный опыт. В отношениях с людьми наступает момент сближения, укрепления ранее созданных связей. Также день отлично подходит для самосовершенствования и созидания. И в среду удача будет сопутствовать представителям умственной работы. Все задачи, связанные с компьютерами, расчетами, текстами, таблицами, будет идти особенно легко.